Привет, друзья! После моего мастер-класса по шумам MC предусилков, в частности вот этого, многие восхитились возможностями микрокапа, но многие мне пишут, что слишком уж сложный микрокап для вашего понимания. Нет ли чего-то проще, спрашивают. Ну, что я могу сказать? Я сейчас, конечно, расскажу, какие варианты есть, кроме микрокапа. Но, ребята, уделите уже, наконец-то месяц своей жизни для того, чтобы изучить микрокап. Он действительно сложный, он действительно инструмент для профессионалов, но он позволяет исследовать абсолютно все. То, что другие, софтинки исследовать не могут, не умеют. Понимаете? Я рекомендую все-таки, тем более, что у микрокапа хороший хелп, отличный, с демками, вон смотрите, сколько демок, sample circuits, вон смотрите, сколько примеров уже готовых. Вот. Напоминаю, вот скажем, анализис AC. Значит, мы сейчас посмотрим шумы на входе и на выходе. Смотрите, со степпингом. Степпинг — это изменение любого номинала, любого элемента в заданных пределах. И мы можем смотреть, значит, эти самые шумы, вот скажем, понимаете? Курсором F8. Ну, короче, я-то, конечно, уже, говорится, не днями, не неделями и не месяцами занимаюсь микрокапами, а десятилетиями. Я его знаю как свои собственные, как говорится, 5 пальцев, понимаете? Но это инструмент профессионалов. И смею вас заверить, что затратив месяц, скажем, изучения его, вы будете хорошо им обладать. Ну, смотрите, классно же все, по шумам, скажем, вот, что я еще не делал, скажем, хотим посмотреть клир этого самого усилка, Harmonic Distortion, давайте посмотрим, смотрите, вот такой вот график, который мы привыкли, вот это вот входное напряжение, вот это вот клир, вот такой график ни одна из программ анализа электронных схем выводить не может. Она выводит такие палки, вот тут вот эти самые, с гармониками, а потом сидите и вручную пересчитываете, блин. А микрокап красивенько делает. Микрокапский разработчик гениальный был человек. Вот. Смотрите, все как классно. Ну да ладно, это я продолжаю расхваливать полюбившийся мне микрокап. А вопрос-то все-таки был, а чем можно ли более простым заменить микрокап? Давайте сейчас посмотрим, чем его можно заменить. Самый простой вариант — это Lightspice. Вот он, Lightspice. Он меньше по размерам. Я его называю арифмометром, потому что по сравнению с микрокапом тут возможностей на порядок или даже на 2 порядка меньше. Тем не менее, тоже, освоив его, вы тоже сможете нормально, не так, как в микрокапе, конечно, но все-таки сможете исследовать параметры схемы. Ну, скажем, вот этот вот MC-предусилитель тоже, только уже не с общей базой, а с общими эмиттерами. Видите, вон Q1, Q2. Значит, можно посмотреть и его, как говорится. Давайте симулируем. Сначала посмотрим, как в нем симулируется, скажем, АЧХ. AC Analysis. Вот. Окей. И Simulate Run. Бжик. Вот. Теперь у нас появилась вот такой пробничек. И мы можем в разных точечках посмотреть, какая у нас какие у нас, значит, АЧХи. Я задал вот этот вот AC 1 вольт с параметром RSER. Смотрите, правой кнопкой мышки кликаем, вываливает Independent Voltage Source V1. Что тут? Видите? RSER. Последовательное сопротивление. И есть параллельная емкость. Это паразитные параметры источника. Я задал специально RSER, чтобы посмотреть, как оно будет влиять на, значит, параметры всего усилка. Но это примерно так, как использует тот самый Эндрю Рассел
в своих Lightspace-овских файлах для шумов. Для шумов это, кстати, я сейчас дальше покажу, это некорректно. Для АЧХ корректно, а для шумов RSER это неправильный параметр. Ну давайте посмотрим, слишком много говорю. Значит, RSER, вот у нас step, парам RSER от 0 до 2 кОм с шагом 1 кОм. То есть вот этот вот внутренний источник сейчас будет просчитан 3 раза с нулевым килоомным и 2 килоомным внутренним сопротивлением. Сейчас мы смотрим АЧХ. Ну, общую АЧХ. Вот она, общая АЧХ. Это с нулевым, это с килоомным, и это с 2 килоомным внутренним сопротивлением. Хорошо, что в Lightspace можно вот этим пробничком кликнуть, скажем, вот на базах транзисторов, и тоже выдастся значит, коэффициент передачи от источника на базе транзисторов. Смотрите, при нулевом сопротивлении источника 0 дБ, при килоомном у нас минус 6 дБ, это значит, что входное сопротивление 1 кОм, оно так и есть, вон R1, 1 кОм. И при 2 кОмах внутреннего сопротивления источника у нас минус, сколько там, 9 дБ и 10 дБ затухания. Ну, все тоже примерно, ну, так не так удобно, как, скажем, при степпинге в микрокапе, но тоже что-то можно посмотреть. Смотрите, вот так. Ну, с АЧХой понятно, да? Ну, можно вот тут вот кликнуть, посмотреть, какая будет АЧХ в эту точку. Чем хорош пробник Lightspace, то что куда ткнешь, туда он и покажет тебе сразу, без всяких этих самых менюшек, АЧХ в эту точку. Ну вот так. Это что касается, значит, АЧХи. Давайте сейчас просимулируем, значит, этот самый, просимулируем шумы. Для этого заходим от Simulate, Edit Simulation Command и выбираем Noise. Вот. Noise Output V6. Это вот этот вот нода или узел 6. А вход V1. В полосе от 10 до 20 кГц. Окей. Поехали. Simulate Run. Также у нас появился, значит, пробничек. Смотрите. Опа. И вот у нас шумы на выходе в нановольтах на корень с герц. При нулевом сопротивлении источника, смотрите, у нас 20 нановольт на корень с герц. При килоомном 60 нановольт на корень с герц. И при 2 килоомном, ну, где-то там он 67 нановольт на корень с герц. Все законно, то все примерно так, как и должно быть. Отмечу, что, значит, видите, на выходе Lightspace шумы может померить. А на входе вот тут, вот видите, я подвожу курсорчик к базам транзисторов, а он тут померить не может. Это то, что я говорил, что и noise, приведенные ко входу шумы, значит, и noise, как в микрокапе я могу это сделать, а Lightspace это сделать не может, он не позволяет это сделать. Видите? Но у Lightspace есть, у шумов Lightspace есть хорошая функция. Им, скажем, вот он может, видите, вот тут вот я могу посмотреть на каждом элементе, кликнув на каждый элемент, я могу посмотреть внос этого элемента в выходные шумы. Не во входные, а в выходные. Вот, скажем, если я кликну на вот этом резисторе R1, видите, он мне показывает вклад резистора R1 в выходные шумы, посредством вот следующего, что если R1 будет, ну, если в качестве мы смотрим, какое выходное напряжение будет на выходе шумовое, если источником сигнала, вернее шумов, принять только R1. Так вот, в зависимости от сопротивления, значит, от внутреннего сопротивления V1
источника сигнала, смотрите, что происходит. R1 при закоротке, когда значит, последовательное сопротивление источника вот этого вот равно нулю. Что оно? Равно нулю. Совершенно верно. Смотрите. Вон 0 нановольт. То есть, когда у нас КЗ входа, то собственные шумы R1 ну никак на выход не проходят. Они закорачиваются, что вполне естественно, нулевым внутренним сопротивлением вот этого вот источника. А если у нас килоом внутреннее сопротивление источника, то уже 40 нановольт вот создает этот R1. А если у нас внутреннее сопротивление V1 2 килоома, то R1 создает у нас уже сколько? Вон там 52. Видите? Интересно, давайте посмотрим еще, сколько, скажем, транзисторы создают. Вот кликну сейчас на транзисторе. Видите? Значит, транзистор Q1 создает, значит, соответственно, ну, 13,7, 15, там и 0,2 или 16 нановольт, в зависимости от внутреннего сопротивления источника. Транзистор создает такой. Самое смешное и интересное, что даже выходной резистор, вот этот R4, ввиду того, что коэффициент усиления не особенно высокий у этого, что R4 тоже создает шумовое напряжение. Какое? Вон в районе 5 нановольт на корень с герц. То есть R4 тоже создает свой вклад в выходные шумы. Вот так. Видите, то есть Lightspice тоже стоит освоить. Я его тоже знаю хорошо. Вот, потому что многие схемы, которые, ну скажем, от того же Эндрю Рассела, схемы все только в Lightspice. Он микрокап не освоил. Вот, поэтому, значит, для того, чтобы можно было напрямую их схемы смотреть, в чем их ошибки или в чем там их плюсы и минусы, я тоже использую Lightspice. Вот так вот по поводу этого Lightspice. Видите, да? Значит, теперь еще последнее по Lightspice. Я обещал посмотреть, показать, вернее, почему в Lightspice в шумовых измерениях, видите, приведенного ко входу и noise нету. И еще есть один нюанс, что RSER, вот это RSER, смотрите, вот это R-Serial, Series Resistance Parasitic Properties. Почему в Lightspice его нельзя использовать при шумовых измерениях для приведения ко входу? Смотрим в Help. Help Topics. Значит, RSER. А, вот, voltage source. Да, о. Значит, вот здесь вот вывести R-Serial в voltage source. Вот как выглядит, видите, если мы изменим, захотим задать источник вот этот вот V1, как источник с паразитным последовательным сопротивлением. Все хорошо. И когда мы используем источник напряжения как источник напряжения для входа, то тут все работает. Но смотрите, в Help к Lightspice специально отмечено, что voltage sources have historically has been used as current meters in SPICE and are used as current sensors for current controlled elements. If, вот это главное предложение, if R-Serial is specified, R-Serial is specified, the voltage source cannot be used as sense element for F, H and V element. То есть, если R-Serial, если задано последовательное паразитное сопротивление для источника напряжения, видите, да? То этот источник напряжения не может быть использован как элемент приема
Ну, при обратном расчете. То есть он не может быть использован при расчете приведенного ко входу напряжения шумов. Как источник напряжения. Ну вот, еще раз. Вот. Вот это предложение, которое ставит крест на значит, применении R-serial, последовательного сопротивления паразитного в шумовых расчетах приведенного ко входу напряжения шумов и noise в Lightspice. Вот такие пироги. То есть та методика, которую использовал Эндрю Рассел с R-сериалами, последовательным сопротивлением внутри источника, не годится. Она не годится еще и потому, что она позволяет задавать только сопротивление и только паразитную емкость. А паразитную индуктивность тут нету, она не предусмотрена. То есть по-любому, даже если бы не было вот такого ограничения внутри Lightspice, по-любому головку надо, значит, эквивалентную схему головки надо вот сюда вот, в эквивалентную схему головки вручную вставлять резистор и индуктивность. Иначе невозможно провести корректные расчеты шумов, приведенных ко входу в Lightspice. Ну вот, на этом по Lightspice мы тоже заканчиваем. Ну и так, делаем резюме из вот этих двух программ. Микрокап сложноват для многих. Я понимаю, да. Lightspice проще. Это, ну, как говорится, я его называю арифмометром. Но тоже позволяет кое-что измерить. Но, если вы хотите без всей этой головной боли, то есть без инсталляции микрокапа, хотя он тоже небольшой, без инсталляции Lightspice, который еще меньше, вот, я рекомендую вам для шумовых расчетов использовать вот это. А это новое, пока что в бета-тестировании. Это новая онлайн-утилитка, которая, кстати, не требует никакой регистрации на сайте аналоговых девиц. Ну, аналоговых девайсов, давайте так их будем, чтобы они не обижались. Analog Devices. Так вот, на сайте аналоговых девиц недавно появился очень интересная опция. Вот ее адрес. betatools analog.com касая Noise. Noise Tool Beta. Это хорошая, продвинутая, даже я бы сказал, и для профессионалов очень полезная значит, возможность расчета, шумового расчета всевозможных различных схем. Ну, во-первых, вы сюда зайдете, ничего вроде не понятно, я сразу рекомендую... Рекомендую начать знакомство. Вот тут вот куча видео. Видео хорошие. Мне понравились тоже. Но надо, конечно, знать английский язык. Ну все, на сегодня все. Всем счастливо. Всегда ваш Николай Сухов.